Здравствуйте, мои дорогие! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Творог всегда был и остается одним из основных продуктов на нашем столе. Блюда, приготовленные из творога, любят как взрослые, так и дети. У меня на канале тоже немало рецептов вкусных творожных блюд. Посмотрите, если вам интересно. Ссылку на плейлист оставлю в описании. А сегодня, по вашим многочисленным просьбам, будем готовить сырники, или, как их еще называют, творожники. Я готовлю сырники по разным рецептам, но этот, пожалуй, самый удачный. Итак, приступим. Начнем с самого главного. Для приготовления сырников можно использовать абсолютно любой творог. Домашний или магазинный, жирный или обезжиренный. Главное, чтобы он был сухой. Если творог мокрый, с большим содержанием сыворотки, отожмите его через марлю или льняное полотенце. У меня полкилограмма 9% магазинного творога. Разминаем его вилкой, а если любите однородную пастообразную консистенцию, можно протереть его через дуршлаг или сито, а также пробить погружным блендером. Это уже по желанию. Добавляем в творог пол чайной ложки соли, щепотку ванилина, всыпаем 60 граммов манной крупы, это 3 столовые ложки с горкой, добавляем 60 граммов сахара, это 2 полные столовые ложки. И все хорошо перемешиваем. Муку в творожную массу не добавляем. Если у вас творог сильно влажный, можно всыпать 4 ложки манной крупы. Теперь вбиваем 2 яйца и замешиваем творожное тесто. Вымешать можно ложкой, но я люблю все делать руками. Соединяем все продукты в однородную массу. Накрываем тарелкой, крышкой или пищевой пленкой, чтобы тесто не заветрилось. И убираем миску в холодильник на полчаса, но можно и дольше, даже на ночь. Вечером тесто, утром сырники. У меня прошло 30 минут. Достаем тесто из холодильника. Присыпаем стол мукой. Выкладываем сразу всю творожную массу. Формируем колбаску. И нарезаем на кусочки одинаковой величины. Из этого количества продуктов получается 16-18 сырников среднего размера. Обваливаем каждый кусочек в муке и катаем ровные шарики. Устанавливаем сковороду на плиту, вливаем столько растительного масла, чтобы донышко сковороды было полностью им покрыто. Если хотите, можете использовать топленое масло. А как я делаю его в домашних условиях, ссылочку оставлю в описании. Из каждого творожного шарика формуем ровную плоскую лепешку толщиной 1,5-2 см. Делать это можно на весу руками или на столе с помощью ножа или лопатки. Обжариваем сырники на сковороде в разогретом масле с обеих сторон до образования красивой румяной корочки. А пока сырнички обжариваются, скажу, что их можно приготовить и вовсе без сахара, а затем подать с джемом, вареньем, медом, сиропом, сгущенкой и так далее. В творожное тесто по желанию можно добавить цедру лимона или апельсина, мак, распаренный в кипятке изюм, мелко нарезанную курагу, чернослив, тертые на терке яблоки, тыкву, отварную морковь или приготовить сырники с начинкой, используя вареную сгущенку, густой джем или квадратики молочного шоколада. В массу для несладких сырников можно добавить мелко нарезанную зелень и подать их со сметаной. Для тех, кто придерживается безглютеновой диеты, вместо манки можно использовать кукурузную муку, а уже обваливать творожники в рисовой муке. Готовые обжаренные сырники выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и подаем в горячем виде. Их румяная золотистая корочка так и возбуждает аппетит. Такое творожное угощение не останется незамеченным. Вкусные, слегка сладкие сырники с приятным ванильным ароматом и мягкой, буквально тающей во рту консистенцией никого не оставят равнодушными. Готовьте на радость себе и своим близким. Приятного всем аппетита! Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Мне будет приятно, если вы поделитесь этим рецептом и напишите свои комментарии. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Напомню, что у меня на канале есть отдельный плейлист вкусных блюд из творога. Посмотрите, кому интересно. Все ссылки на экране и в описании. Впереди вас ждет много других интересных и вкусных рецептов. С вами была Дина. До новых встреч!